Уильям Сомерсет Моэм. Бродяга. Бог знает, сколько раз я сетовал на то, что у меня нет и половины времени, необходимого, чтобы сделать хотя бы половину из того, что хочется. Я уже и не помнил, когда в последний раз у меня выдавалась свободная минутка для самого себя. Я частенько тешил свое воображение перспективой провести хотя бы одну неделю в полном безделье. Большинство из нас, когда не заняты работой, заняты развлечениями. Мы катаемся верхом, играем в теннис или гольф, плаваем или играем в азартные игры. Но себя я видел не делающим ровным счетом ничего. Я бы слонялся все утро, бездельничал весь день и беззаботно лоботрясничал весь вечер. Мой разум стал бы чистой грифельной доской, а каждый проходящий час — губкой, стирающей каракули, оставленные на ней миром чувств. Время, из-за его мимолетности, время, из-за его необратимости — это самое драгоценное из человеческих благ, и растрачивать его впустую — самая утонченная форма излишеств, которой может предаваться человек. Клеопатра растворила в вине бесценную жемчужину, но она дала выпить ее Антонию. Когда же вы тратите попусту короткие золотые часы, вы берете кубок, в котором растворен драгоценный камень, и швыряете его содержимое на землю. Этот жест грандиозен, как все грандиозные жесты, абсурден. В этом, конечно же, и заключается его оправдание. В ту неделю, которую я себе пообещал, я, разумеется, должен был читать, ибо для заядлого читателя чтение — это наркотик, рабом которого он является. Лишите его печатного слова, и он становится нервным, угрюмым и беспокойным. Тогда, подобно алкоголику, лишенному бренди, который станет пить политуру или денатурат, он удовлетворится объявлениями в газете пятилетней давности, он удовлетворится телефонным справочником. Но профессиональный писатель редко бывает бескорыстным читателем. Мне же хотелось, чтобы мое чтение было лишь еще одной формой безделья. Я твердо решил, что, если когда-нибудь наступит тот счастливый день, когда я смогу насладиться безмятежным досугом, я завершу одно предприятие, которое всегда манило меня, но к которому до сих пор, подобно исследователю, совершающему вылазки в неизведанную страну, я едва лишь подступился. Я прочту полное собрание сочинений Ника Картера. Но я всегда представлял себе, что сам выберу подходящий момент и обстановку по своему вкусу, а не то, что это будет навязано мне силой. И когда я внезапно оказался лицом к лицу с полным отсутствием дел и должен был извлечь из этого максимум пользы, подобно пароходному знакомому, которого на бескрайних просторах Тихого океана вы опрометчиво пригласили погостить у себя в Лондоне и который заявляется без предупреждения и со всем своим багажом, я был немало озадачен. Я приехал в Веракрус из Мехико, чтобы сесть на один из белых комфортабельных кораблей компании Уорд Лайн, идущих на Юкатан. К своему ужасу я обнаружил, что из-за объявленной накануне забастовки докеров мой корабль в порт не зайдет. Я застрял в Веракрусе. Я снял комнату в отеле «Дилихенсиас» с видом на площадь и провел утро, осматривая достопримечательности города. Я бродил по переулкам и заглядывал в причудливые внутренние дворики. Я не спеша осмотрел приходскую церковь. Она живописна со своими горгульями и аркбутанами, а соленый ветер и палящее солнце покрыли ее суровые массивные стены мягкой патиной старины. Ее купол облицован белой и синей плиткой. Затем я понял, что все, что можно было увидеть, я уже увидел и присел в прохладе аркады, окружавшей площадь, и заказал выпить. Солнце палило площадь с безжалостным великолепием. Кокосовые пальмы поникли, пыльные и потрепанные. Большие черные стервятники присаживались на них на мгновение в тревоге, камнем падали на землю, чтобы подобрать какой-нибудь кусок падали, а затем, тяжело взмахивая крыльями, взлетали на церковную башню.
Я наблюдал за людьми, пересекавшими площадь. Негры, индейцы, креолы и испанцы, пестрое население испанского Мэйна. Их кожа варьировалась по цвету от эбенового дерева до слоновой кости. По мере того, как утро близилось к полудню, столики вокруг меня заполнялись, в основном мужчинами, которые пришли выпить перед обедом. Большинство из них были в белых хлопчатобумажных костюмах, но некоторые, несмотря на жару, в темных одеждах, приличествующих профессиональному статусу. Небольшой оркестр, гитарист, слепой скрипач и арфист играл рэгтайм, и после каждой второй мелодии гитарист обходил всех с тарелкой. Я уже купил местную газету и был непреклонен по отношению к газетчикам, которые настойчиво пытались продать мне новые экземпляры того же самого листка. Я отказался, раз 20, не меньше, от домогательств чумазых мальчишек, которые хотели почистить мои и без того безупречные туфли. И, поскольку у меня закончилась мелочь, я мог лишь качать головой нищим, которые докучали мне. Они не давали покоя. Маленькие индейские женщины в бесформенных лохмотьях, каждая с ребенком, привязанным шали за спиной, протягивали тощие руки и плаксивым голосом читали унылые молитвы. Маленькие мальчики подводили к моему столику слепцов. Калеки, хромые, уроды выставляли на показ язвы и уродства, которыми их наделила природа или несчастный случай. И полуголые, недоедающие дети бесконечно ныли, требуя медики. Но они держали ухо востро, высматривая толстого полицейского, который мог внезапно наброситься на них с ремнем и резко полоснуть по спине или по голове. Тогда они разбегались, чтобы вернуться снова, едва он, утомленный проявлением столь бурной энергии, снова впадал в летаргию. Но вдруг мое внимание привлек нищий, который, в отличие от остальных и вообще от сидевших вокруг меня смуглых и черноволосых людей, имел волосы и бороду такого яркого рыжего цвета, что это поражало. Его борода была всклокочена, а длинная копна волос выглядела так, словно ее не расчесывали несколько месяцев. На нем были только брюки и хлопчатобумажная майка, но это были лохмотья, грязные и мерзкие, которые едва держались вместе. Я никогда не видел никого настолько худого. Его ноги, его обнаженные руки представляли собой лишь кожу до кости, а сквозь дыры в майке были видны все ребра его истощенного тела. Можно было пересчитать кости его покрытых пылью ног. Из всей этой голодной братьи он, безусловно, был самым жалким. Он не был стар, ему вряд ли было больше 40 лет, и я не мог не спросить себя, что же довело его до такого состояния. Нелепо было думать, что он не стал бы работать, если бы мог найти работу. Он был единственным из нищих, кто не разговаривал. Остальные изливали свою летанию скорби и, если это не приносило просимой милостыни, продолжали до тех пор, пока нетерпеливое слово не прогоняло их прочь. Но спустя короткое время я проснулся и больше не мог уснуть. В моей комнате было душно. Я открыл ставни и посмотрел на церковь. Луны не было, но яркие звезды смутно освещали ее очертания. Стервятники плотно облепили крест над куполом и края башни, и время от времени они слегка шевелились. Зрелище было жуткое. И тут, понятия не имею почему, мне на ум снова пришло это рыжее пугало, и у меня вдруг возникло странное ощущение, что я видел его раньше. Оно было настолько отчетливым, что окончательно прогнало сон. Я был уверен, что уже сталкивался с ним, но когда и где, сказать не мог. Я пытался представить себе обстановку, в которой он мог бы находиться, но видел лишь смутную фигуру на фоне тумана. Ближе к рассвету стало немного прохладнее, и я смог уснуть. Свой второй день в Веракрусе я провел точно так же, как и первый.
Но теперь я высматривал появление рыжеволосого нищего, и, когда он стоял у соседних столиков, я внимательно его разглядывал. Теперь я был твердо уверен, что видел его где-то. Я даже был уверен, что знал его и разговаривал с ним, но все еще не мог вспомнить никаких обстоятельств. Он снова прошел мимо моего столика, не останавливаясь. Когда наши глаза встретились, я попытался отыскать в его взгляде хоть какой-то проблеск воспоминания. Ничего. Я подумал, не ошибся ли я, решив, будто видел его, подобно тому, как иногда из-за какой-то странной причуды мозга в момент совершения какого-либо действия вы убеждены, что повторяете поступок, уже совершенный вами в прошлом. Я никак не мог выбросить из головы впечатление, что в какой-то момент он входил в мою жизнь. Я ломал себе голову. Теперь я был уверен, что он либо англичанин, либо американец. Но я робел заговорить с ним. Я перебирал в памяти возможные случаи, когда мог его встретить. Невозможность вспомнить, кто он такой, раздражала меня. Так бывает, когда пытаешься вспомнить имя, которое вертится на кончике языка, но все ускользает от тебя. День тянулся своим чередом. Наступил другой день, еще одно утро, еще один вечер. Было воскресенье, и на площади было многолюдно, как никогда. Столики под аркадой были забиты. Как обычно, появился рыжеволосый нищий, ужасающая фигура в своем молчании, поношенных лохмотьях и жалком несчастье. Он стоял перед столиком всего в 2 шагах от моего, безмолвно моля о помощи, но не делая ни единого жеста. Затем я увидел, как полицейский, который время от времени пытался оградить публику от назойливости всех этих нищих, прокрался из-за колонны и с размаху ударил его своим ремнем. Его худое тело вздрогнуло, но он не выразил ни протеста, ни возмущения. Он, казалось, принял этот жгучий удар как нечто само собой разумеющееся и своими медленными шагами поплелся прочь, растворяясь в сгущающейся ночи площади. Но этот жестокий удар подхлестнул мою память, и внезапно я вспомнил. Не его имя, оно все еще ускользало от меня, но все остальное. Должно быть, он узнал меня, ведь я не очень изменился за 20 лет, и именно поэтому после того первого утра он ни разу не задерживался перед моим столиком. Да, прошло 20 лет с тех пор, как я знал его. Я проводил зиму в Риме и каждый вечер обедал в ресторанчике на улице Систина, где подавали отличные макароны и хорошую бутылку вина. Туда часто захаживала небольшая компания английских и американских студентов-художников и 1 или 2 писателя. Мы засиживались допоздна, увязая в бесконечных спорах об искусстве и литературе. Он обычно приходил с молодым художником, который был его товарищем. Тогда он был совсем мальчишкой, ему было не больше 22 лет. Со своими голубыми глазами, прямым носом и рыжими волосами он был приятен на вид. Я помнил, что он очень много говорил о Центральной Америке. У него была работа в американской фруктовой компании, но он бросил ее, потому что хотел стать писателем. Среди нас он не пользовался популярностью, потому что был высокомерен, а никто из нас не был достаточно стар, чтобы относиться к юношескому высокомерию с терпимостью. Он считал нас ничтожествами и не стеснялся говорить нам об этом. Своих работ он нам не показывал, так как наша похвала для него ничего не значила, а наше порицание он презирал. Тщеславие его было безграничным. Это нас раздражало, но некоторые из нас со смутным беспокойством сознавали, что оно, возможно, имело под собой основание. Неужели это обостренное сознание собственной гениальности, которым он обладал, было беспочвенным? Он пожертвовал всем, чтобы стать писателем. Он был настолько уверен в себе, что заражал этой уверенностью некоторых своих друзей.
Я вспомнил его приподнятое настроение, его жизненную силу, его уверенность в будущем и его бескорыстие. Невероятно, чтобы это был тот же самый человек, и все же я был в этом уверен. Я встал, заплатил за выпивку и вышел на площадь, чтобы найти его. Мысли мои были в смятении. Я был потрясен. Время от времени я вспоминал о нем и лениво размышлял, что с ним стало. Я никогда не мог себе представить, что он дойдет до такой ужасающей нищеты. Существуют сотни, тысячи молодых людей, которые вступают на трудное поприще искусства с непомерными надеждами, но в большинстве своем они смиряются со своей посредственностью и находят где-то в жизни нишу, где могут спастись от голодной смерти. Это было ужасно. Я спрашивал себя, что же произошло? Какие обманутые надежды сломили его дух, какие разочарования сокрушили его и какие утраченные иллюзии стерли его в порошок? Я спрашивал себя, неужели ничего нельзя сделать? Я обошел площадь. Под аркадами его не было. В толпе, кружившей вокруг эстрады для оркестра, найти его не было никакой надежды. Свет угасал, и я побоялся, что потерял его. Затем я прошел мимо церкви и увидел, что он сидит на ступенях. Я не могу описать, каким плачевным зрелищем он казался. Жизнь взяла его, пытала на своих дыбах, разорвала на куски, а затем швырнула этот истекающий кровью обломок на каменные ступени этой церкви. Я подошел к нему. «Вы помните Рим?» — спросил я. Он не пошевелился. Он не ответил. Он обратил на меня не больше внимания, чем если бы я вообще не стоял перед ним. Он не посмотрел на меня. Его остановившиеся голубые глаза были устремлены на стервятников, которые с криком терзали какой-то предмет у подножия ступеней. Я не знал, что делать. Я вынул из кармана желтую банкноту и вложил ее ему в руку. Он даже не взглянул на нее. Но его рука слегка шевельнулась, худые когтистые пальцы сомкнулись на купюре и скомкали ее. Он превратил ее в маленький шарик, а затем, поддев большим пальцем, щелчком подбросил в воздух, так что она упала прямо среди шумящих стервятников. Я инстинктивно повернул голову и увидел, как один из них схватил ее клювом и улетел, преследуемый двумя другими, с криком летевшими следом. Когда я оглянулся, человека уже не было. Я пробыл в Веракрусе еще 3 дня. Я больше никогда его не видел.